Меня зовут Юра, вы на канале Шокояма, и мы сегодня делаем крем. Крем у нас будет сегодня состоять из ингредиентов вот каких. Это масло сливочное, тут его 400 граммов, ну пачка масла. Сахар, также 400 граммов сахара. Одно яйцо и 2 желтка, это нам будет основа для нашего крема. Ну и творог, тут пачка творога 180 граммов и сметана 20%, 150 граммов. Воды сколько вообще не важно, мы ее будем добавлять в сахар, варить сироп. Я добавлю сколько-нибудь вот так вот на глаз, вообще не важно, да, сколько вы добавите воды, просто нужно, чтобы весь сахар напитался водой. В любом случае, когда мы сварим сироп до температуры 120 градусов, какое бы количество воды вы ни налили, там ее останется всегда одно и то же количество. Вот. Итак, первым делом мы ставим сироп на плиту и начинаем его варить. Пока у нас он будет закипать и вариться, на это уйдет порядка 5-10 минут, в зависимости от того, сколько вы воды налили. Мы ставим сейчас взбиваться наши желтки и яйцо. У нас масло мы должны уже проверить, оно должно быть мягкое, то есть я его вытащил где-то за час примерно до готовки, чтобы оно размякло, так его будет легче добавлять в крем. Ну и мы подготовим нашу часть творожно-сметанную, можно какой-нибудь йогурт сюда добавить, вместо этого мацони. Что важно знать, это то, что творог должен быть не зернистый, да, иначе его придется пробивать, протирать через сито. Все, вот, это моя творожная основа для крема. Итак, сироп у нас варится, яйца взбиваются. Все, мы сварили. Когда мы сварили сироп, мы должны подождать, пока он немного остынет, перестанет кипеть. Только после этого мы будем его заливать. Начинаем тоненькой струйкой вливать сироп. Итак, сейчас мы продолжаем взбивать. Мы заварили наши яйца. Основа для крема у нас начинает остывать. Мы начнем добавлять масло тогда, когда она уже остынет и станет такой слегка тепленькой. Это очень важно, потому что если мы начнем сейчас добавлять масло, оно просто там растает, и у нас будет не крем, а жидкий соус. Собирать торт мы будем в нашем кольце, но это не кольцо, это бандаж квадратной формы. Также нам понадобится кондитерский мешок, чтобы этот крем выкладывать внутрь. Итак, наша масса остыла, пришло время добавлять туда масло. Надо брать вот кусочек масла и бросать его. Главное, чтобы ложка не попала внутрь. Все нужно, да, потихонечку. Осторожно, ложкой туда не лезь, а то ее замотает. Итак, вот мы добавили все наше масло. Крем готов к тому, чтобы мы туда добавляли нашу сметану с творогом. Так. Все, теперь мы можем аккуратно смешать все, и наш масляный творожный крем готов. Нам понадобится кондитерский мешок, можно в принципе и без него, но просто с мешком удобнее. Берем и перекладываем. Выкладываем крем тоненьким слоем. Давай теперь кладем сюда, выложим сначала сюда крем, часть. И возьмем крем и обмазываем края. Итак, вот мы обмазали торт. Теперь нам осталось его украсить. А где клубника? Все, спасибо за просмотр. Мы надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Пока-пока. И до скорых встреч. Пока-пока.